Представьте себе место, где сама природа словно оживает в самых пугающих и одновременно завораживающих формах. Озеро Натрон в Танзании– это тот самый уголок планеты, который по праву считается научно невозможным. И все же оно существует. Это озеро привлекает к себе внимание благодаря своей невероятной кислотности и ослепительно-красному цвету воды, который напоминает кадры из фантастических фильмов об иных мирах. Вода в озере Натрон имеет уровень pH, сравнимый с раствором аммиака или бытового отбеливателя. Она настолько щелочная, что при температуре до 120 градусов по Фаренгейту может обжечь кожу и глаза любого, кто решится ее коснуться. Озеро Натрон известно тем, что это одно из немногих мест, где можно найти большие колонии фламинго. Однако мало кто знает, что сами по себе эти птицы здесь живут на грани выживания. Секрет в том, что у фламинго есть уникальная способность адаптироваться к экстремальным условиям. Их ноги и клювы так устроены, что могут выдерживать высокую щелочность воды. Но даже таким стойким птицам приходится нелегко. Для выживания им приходится регулярно мигрировать в поисках еды и безопасных мест из-за постоянного изменения состава воды в озере. Но озеро Натрон может быть не только домом для фламинго, но и настоящим капканом для других животных. Если животное, птица или даже насекомое попадает в воду, то оно может стать жертвой удивительного процесса. Минуя живительное тепло, вода превращается в натуральную ловушку, и вскоре после погружения в нее жертва оказывается окутанной содой и солями, постепенно превращаясь в статую. Эти каменные останки, застывшие во времени, словно древние артефакты, выносятся к берегам озера. Здесь они становятся устрашающим напоминанием о мощи и непредсказуемости природы. Одна из самых интересных особенностей озера Натрон– его способность к моментальному превращению умерших животных в удивительно сохранившиеся сохранные тела. Этот феномен во многом объясняется сочетанием щелочности и уникального химического состава воды. Все это создает своего рода консервирующий эффект, который позволяет телам сохраняться в почти идеальном состоянии на протяжении многих лет. Но, несмотря на все это, озеро Натрон все еще остается малоизученным и новым вызовом для ученых, которые пытаются разгадать его тайны. Озеро Натрон– это не просто место на карте. Это живая демонстрация того, как на нашей планете могут существовать такие экстремальные и противоречивые условия. И даже бесстрашные путешественники, которые решаются посетить эти земли, всегда помнят о рисках и опасностях, поджидающих их на каждом шагу. Ученые из разных стран не устают исследовать это место, стремясь разгадать его секреты и понять, как такие условия могут существовать на Земле. А для тех, кто решит отправиться сюда, важно помнить, что озеро Натрон– это не просто природная аномалия, а живое, напоминающее о том, насколько разнообразна и непредсказуема наша планета. И если вы думаете, что озеро Натрон своим завораживающим и одновременно пугающим саркофагом единственно в своем роде, то вам определенно стоит узнать о других таких же загадочных и невероятных местах на нашей планете. Одно из таких мест– это вечное горение в пустыне, которое пленяет умы и требует невероятной отваги для его исследования. Пустыня Каракумы в Туркменистане– это место, где земля буквально разверзлась, обнажая яркое пламя. Представьте себе раскаленную бездну, которую местные жители называют «вратами ада». Это не просто название для устрашения туристов, это реальность, которая кажется невозможной. Все началось в 1970-х, когда советские геологи решили исследовать этот регион в поисках природного газа. Они не могли даже представить, какой сюрприз их ждет. Во время бурения скважины произошла катастрофа. Земля под техникой и буровой платформой не выдержала, и техника провалилась в подземную полость. Геологи оказались перед огромным кратером, из которого вырывались потоки газа. Чтобы избежать опасного выброса метана, было принято решение поджечь газ, рассчитывая, что он полностью выгорит за несколько дней. Однако прошло уже более полувека, а огонь в кратере не угасает. Этот гигантский котел диаметром около 200 футов и глубиной более 100 футов продолжает полыхать, как некое живое, дышащее существо. Температура внутри врат ада настолько высока, что приближаться к краям кратера опасно. Туристы, которые решаются посетить это место, сталкиваются с ощутимой жарой, которая будто стремится испепелить все вокруг. И, несмотря на очевидную опасность, это место манит тысячи людей каждый год. Интересно, что это естественное явление стало неофициальным символом Туркменистана. Местные власти даже планировали потушить огонь, но осознание его туристического потенциала заставило их передумать. Огонь врат ада привлекает ученых, искателей приключений и фотографов, стремящихся запечатлеть это необъяснимое явление. Некоторые специалисты говорят, что этот огонь может гореть еще несколько десятилетий, если не дольше. Не так давно, в прошлом десятилетии, известный исследователь Джордж Карионис стал первым человеком, который спустился на дно кратера. Это была невероятно опасная экспедиция, требующая максимальной подготовки. Ему было важно понять, какие формы жизни могут существовать в таких экстремальных условиях. И его открытие поразило научное сообщество. Удалось найти микробов, адаптировавшихся к жизни в критическом жаре. Совершенно новым оказался факт, что жизнь может процветать даже там, где мы считали ее невозможной.
Врата ада продолжают гореть, и несмотря на то, что ученые предлагают различные методики их тушения, никто не знает, когда и как они смогут действительно угаснуть. Каждое утро здесь начинается с ощущения, что ты оказался на другой планете, где сама Земля извергает огонь. Это место — загадка, которая до сих пор ждет своего полного раскрытия. Врата ада — это не просто научная аномалия, это символ борьбы и выживания в экстремальных условиях. Пламя светит даже в ночи, подсвечивая пески Каракумов и делая их еще более мистическими. А тем, кто хочет испытать настоящие приключения, стоит отправиться сюда. Но будьте готовы к теплу, которое обжигает даже на расстоянии, и к самому странному ощущению, что земля под вашими ногами может в любой момент начать дышать огнем. Если же вы думаете, что это единственное место на нашей планете, где разум потрясает воображение, вы глубоко ошибаетесь. Наш следующий рассказ будет еще более невероятным, когда мы отправимся на поиски одного из самых загадочных феноменов, который бросает вызов нашим представлениям о реальности. Представьте себе место, где законы физики кажутся нарушенными, а гравитация играет с вами в прятки. Это не магия и не иллюзия, а явление, которое существует в реальности и ошеломляет ученых и путешественников по всему миру. Добро пожаловать на магнитные холмы, загадочные участки дорог, где машины, оставленные на нейтральной передаче, начинают самопроизвольно катиться в гору. Как такое возможно? Этот вопрос остается одной из самых спорных тайн в науке. Магнитные холмы или гравитационные холмы, что это участки дороги, где визуально кажется, что наклон идет в одну сторону, но объекты, такие как автомобили или даже вода, двигаются в противоположном направлении. И хотя кажется, что нарушены законы гравитации, причина такого феномена не столь мистическая. Она связана с оптической иллюзией и обманом зрения. При отсутствии видимого горизонта и неправильной перспективе мозг не может правильно оценить угол наклона поверхности. Первое, что удивляет на магнитных холмах, это зрительное восприятие. Большинство людей, впервые сталкивающихся с таким феноменом, убеждены, что видят нечто невероятное. Даже самые опытные путешественники, привыкшие к чудесам природы, замирают перед этим проявлением кажущейся антигравитации. Некоторые утверждают, что чувствуют, как кровь приливает к голове, когда карабкаются вверх, хотя на самом деле дорога идет спуск. Захватывающие видео, снятые на таких холмах, заставляют зрителей по всему миру пересматривать свои представления о гравитации и реальности. Однако, даже зная, что это всего лишь иллюзия, ощущение чуда не покидает. Наиболее известные магнитные холмы находятся в Канаде, в штате Нью-Брансуик, и в Калифорнии, недалеко от Лос-Анджелеса. Но подобные места можно найти и в других частях света, в частности в Австралии и Индии, что делает их излюбленным местом для любителей необычных путешествий. Интересно, что желающих испытать это явление настолько много, что в некоторых местах созданы специальные площадки для туристов, оборудованные информационными табличками с объяснениями. Но, несмотря на это, многие все равно остаются в недоумении, пытаясь понять, как обычная дорога может создать такой обман зрения. Оригинальные гипотезы, такие как существование магнитных или гравитационных аномалий и даже потустороннее вмешательство, со временем уступили место более научным объяснениям, основанным на оптической иллюзии. Поисковики приключений и ученые продолжают исследовать эти места, пытаясь сделать их более понятными для широкой публики. Одним из таких исследователей стал Джон Смит, который в начале 2000-х начал изучать магнитные холмы с научной точки зрения. Он продемонстрировал, что угол наклона поверхности можно точно определить с помощью уровня, который, в отличие от человеческого глаза, не восприимчив к оптическим иллюзиям. Такие исследования не только расширили научное понимание феномена, но и сделали эти места еще более популярными. Итак, магнитные холмы — это не просто оптическая иллюзия, а настоящее приключение для тех, кто хочет испытать на себе, как легко мозг можно обмануть. Они становятся частью нашего непредсказуемого мира, где природа и наука сходятся в самой удивительной точке. Пусть этот феномен и получил свое объяснение, но каждый раз, проезжая по такому холму, вы обязательно почувствуете детский восторг и удивление. Если вам кажется, что этот мир уже недостаточно удивителен, просто отправляйтесь на один из таких холмов и позвольте себе поверить в невозможное. Ведь чудеса все-таки существуют, и иногда они просто ожидают вас за ближайшим поворотом.